Приветствую вас на нашем канале. Сегодня я буду готовить блинчики для сладких начинок. Для них нам понадобится, я подготовила 300 грамм муки, 300 миллилитров молока, 250 миллилитров воды, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка ванильного сахара и 2-3 столовые ложки растительного масла. И соль будем использовать. Приступим. Муку всю полностью не добавляйте. Просто, что нам нужно сделать густую такую тягучую массу. Вот так, немножко оставим. Мука уже просеяна у меня. Размешиваем мы сначала так, для того, чтобы не было комочков. Теперь вот можно добавлять уже масло и воду. Водой можно регулировать. Если получается у вас слишком густое тесто, то тонкие блины не получится. Вы видите, что оно густоватое. То можно тогда добавить воды немножко. Или молока. Ну, смотрите сами. Я обычно добавляю воды. Вот у меня густоватое. Я буду добавлять еще воды. Нужно, чтобы тесто было такое легкое, не сильно густое. Ну вот я добавила, получается, еще 100 грамм воды себе. Но смотрите по своему, потому что у каждого мука разная, может быть по-разному. Ну так вот пойдет. Все, идемте жарить. Все, блинчики наши готовы. Вот получилось у меня из этого количества теста 16 штук. Ну вот они тоненькие, хорошенькие. Заворачивайте туда что хотите. Вот они. Мнешь их как хочешь. Они не рвутся. Класс. Красивые, хорошие блинчики. Все, продолжаем. Для начинки мы берем клубнику замороженную. Можно взять любые замороженные ягоды. Также нужно взять 1 столовую ложку крахмала картофельного, 50 грамм сахара и 75 миллилитров водички. Для начала мы сейчас, вот у меня крупная ягода есть, я ее хочу разделить, чтобы она была помельче. Поэтому я ее сейчас буду немножко резать, чтобы они были не такими крупными. Вот такую ягодку. Ну, все буду на 4 части, чтобы они помельче были. Вот эту на 2. Ну, это по желанию. Можете оставить и крупные, как хотите. Я решила, что мне нужно порезать. Вот такую вот можно вот так. И еще на 2 раза. Так вот. И вот так. Вот так.
Ягоды мы порезали уже. Берем сотейник и высыпаем их сюда. Теперь нам нужно крахмал налить сюда водички. Крахмал, чтобы развести его. Вот так вот. Сейчас разведем. Ну, вполне достаточно. Всю остальную воду мы выливаем в сотейник. И сахар высыпаем также в сотейник. Ставим на плиту и будем доводить до кипения. И пусть покипит наша клубничка минутки 3. Вот она растает как раз здесь полностью. Сахар растворится. Вареньем пахнет. В общем, проварили мы уже 3 минуты. Вот оно как активно кипит. Теперь добавляем сюда нашу смесь. Я имею в виду картофельный крахмал. Все, мешаем. Оно сейчас загуснет. И мы еще проварим минуточки 2. Вот оно уже загусает очень активно. Сделайте на маленький огонек, чтобы оно не подгорело. И проварим еще вот несколько минуток. И сейчас мы переложим в отдельную посуду. Оставляем остывать до полного охлаждения и потом продолжим. Клубника наша остыла. Сейчас будем наполнять наши блины. По 1 столовой ложке наполняемость. Сейчас разрежу, покажу внутри. Красиво получилось. Очень красиво. Попробуем. Ну, что сказать, клубника всегда вкусняшка. Очень вкусно. Хочется есть и есть. Следующая начинка у нас творожно-ореховая. Для нее понадобится 200 грамм творога, 50 грамм орехов. У нас вот здесь грецкие. И я взяла фундук. Можно просто грецкий или только фундук, как хотите. Я их поджарила и убрала шкурку по возможности. 2-3 столовые ложки сметаны и 50 грамм сахара. Больше сметаны ложить, если творог очень сухой. Надо, чтобы он был такой влажненький. Если творог сухой, то тогда больше сметанки добавьте. Так, сейчас будем измельчать орешки. В блендере нужно измельчить такую крошку, чтобы она была и не мелкая, но и не крупная. Еще можно. Ну, пойдет. Вот. Сейчас будем делать творожную массу.
Здесь у меня еще пол чайной ложки ванильного сахара. Если будет мало сметаны, будет такая суховатая масса, то тогда можно добавить еще сметанки. Такая творожная масса у нас получилась. Нет, отлично. Сметану больше не нужно. Очень хорошо. Пробуем. Вкусненько или нет? Угу. Очень вкусная масса получилась. И сюда добавляем орешки. Все, наша начинка готова. У меня получилось с такого количества творога 8 блинчиков, да, наполненных 1 столовой ложкой. Сейчас разрежем. Здесь также все уже готовое, поэтому хотите, можете обжарить, хотите, не жарьте. Это уже у каждого свое. Сейчас попробуем. Это очень вкусно. Любители орешков. Класс. И мелкие, и крупные. Всякие разные попадаются. Очень вкусно. Творожная масса классная. Мягкая. Ванильчиком отдает. Очень вкусно, советую. Классная начинка. Следующая начинка у нас из яблок. Грамм 400. Сгущенное молоко 4 столовые ложки. Масло сливочное 40 грамм. И пол чайной ложки корицы. Яблоки почистим от кожуры. Берем терку и будем тереть на овощную терочку. Вот. Можете почистить сразу от сердцевины, но я вот так делаю. Ну так. Также и со вторым яблочком. Сотейник ставим на огонь. Масло туда. И высыпаем туда яблочки. Яблоки нужно подержать 2-3 минутки. Добавляем сюда корицу. Пусть еще минуточку покипит. Теперь добавляем сгущенное молоко. И тушим еще минутки 4-5 на маленьком огоньке. Масса получилась, я ее переложила уже, чтобы она остыла. Все, пусть остывает, потом будем начинять блинчики. Яблочная начинка у нас остыла. Мы будем сейчас заполнять блинчики.
Яблочной начинки нам хватило на 7 блинчиков. Сейчас попробуем, разрежем один, посмотрим, какой он. Начинка очень сочная. Очень. Сейчас попробуем. Угу. Очень сочная. Классная начинка. Детям точно понравится. Вкусненько. Попробуйте. Я уверена, что многие из вас такое не пробовали. Еще одна начинка. У нас это творог сладкий, творожная масса, еще можно сказать, 40 грамм масла, 80 грамм сахара и мандарины. Я уже почистила кусочки от косточек. Ну, здесь вот примерно 300 грамм мандарина, уже почищенного. Все, приступим. В сотейник выкладываем масло. И высыпаем сахар. Все, пусть масло тает и сахар растворяется. Сделала чуть меньше огонек, было на всю, чтобы разогрелся сотейник. Сахар начинает уже карамелизоваться. Сейчас мы сюда всыпаем мандаринки наши. Нужно, чтобы они потомились на маленьком огоньке. Можно еще сделать меньше, чтобы они чуть кипели. И чтобы так потомились 5 минуточек. Еще одна начинка наша готова уже. Я ее выложила в тарелочку, она уже остыла. Вот такие вот дольки мандариновые у нас получились в сиропе в сладком. Нам нужно творожок. Так. И разлаживаем сюда начинку. Примерно так. Вот сколько у нас получилось. Здесь у меня 9 блинчиков. Это в одном дырочка была. Но это не страшно. Сейчас разрежем и попробуем. Ну да, не видно мандаринки. Сейчас попробуем. Ну, мандаринка вкусная, кисло-сладенькая. Внутри. Внутренность получается жидковатая. Но в целом очень даже съедобная. Очень вкусная мандаринка. Обалденно вкусная, конечно же. Вот она вытекает прямо. Попробуйте. Во всяком случае, получите удовольствие. Вкусненько. Ну вот и все. Все начинки, которые я вам хотела показать, показала. Вот, а вы пробуйте. И можете поделиться с нами своими результатами, как вам понравилось, не понравилось. А так, подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго!